Будущий барин возлегает. Барин. А здесь на бархате, посмотрите, какие прелести. Шелк внутри. Кольца, подвесы. А такая сколько? 1,5. Ну, нормально. Они красотки, вот 2. Дама и кавалер. А какой же я вчера фильм смотрел? Там замешан старый фильм, замешано вот таких много деталей. И сразу такая... Я сейчас посмотрю в Ютубе в библиотеке, как он называется. Посмотрите, рекомендую. Какая прелесть. Ну, про любовь, как всегда. Про господ. Про старую Россию. И там он достает из старой сумки вот такие предметы своего отца и матери, барин молодой, ну, которых уже нету, оставили ему усадьбу, он вернулся в нее, не сложилось с женой. Очень интересный фильм, сейчас посмотрю, скажу, как называется. Пойдем дальше. Смотрел название фильма, «Дворянское гнездо» называется. Кстати, в этом месяце Тишинка будет с 21 по какое там 21, это, по-моему, то ли вторник, то ли среда, то есть почти целую неделю Тишинка будет. Так что мы с вами попадем на Тишинку, она вас особо и меня в том числе радует, потому что там много роскоши на Тишинке. Вот такая ваза есть. Симпатявая, современная, но красивая. Не все любят старину. Для кого-то и современная вот такое интереснее. Кузнецов, посмотрите, с каким рисунком. Пока мы с вами такого не встречали. 10 тысяч комплект. 14 предметов, вот подсказывают. Отмыть его, конечно, нужно. Да, я вижу, и побольше там. Вот эта барышня 2000. Композит. Ну вот, в принципе, ее можно тоже в золото покрасить, и, пожалуйста, тебе красотка будет. Из баллончика попшикать. Так, а я вам хочу показать у него... Ох, выключатель старенький. Щелкать. Горит, не горит. Кто-то же играл в своем детстве таким. Масленка. Так, я вам хочу показать. Это ножки от чего-то. Это ручки от самовара. Да, ага, узнал их. Ой, а это что такое? Не знаю, что такое, интересный предмет. Но это получается укол. Это не коров протыкать случайно? Вот коровы, когда объедятся. Дейси. Было в сапожном. В сапожном. Крючки вот такие, шилы костяные. А сколько такое стоит? Это по 200 рублей. Вот эти костяные, эти крючки тоже там с клеймами по 200. Это 300 что-то. А вот эти щипчики? 300. 300. Для сахара. Вот хорошее шило. Видно вам, нет? Это люстра есть. Из кости. Надо вот эти забрать, 2 предмета. Это не знаю, что, но какая-то с номером. И вот эти как-то я встречал, они что-то очень дорогие, сахар колоть, а у него за 300. Ну, это мужчина приезжал, вот он на машине откуда-то приехал, у него здесь интересные такие штуки редкие. Вот эта вот часть как раз я у него спрашивал, видите. Это свинка. Свинка. Ой, какая красивая. Часть от люстры. Здравствуйте. Здравствуйте. Как приятно вас видеть. Взаимно. Вдвоем. И Крым, посмотрела юг ваш. Крым хотела сказать. Ну, все правильно, Да, Крым. В Крыму бывали, да. Очень хорошо. А где Ася стоит?
Вот, нужно пойти сюда Ага. и дальше туда, налево повернуть. По прямой. И с правой стороны она будет стоять, там, сколько, 100 метров пройдете примерно? Поняла. Мгм. Спасибо. Мгм, Очень пожалуйста. приятно. Это вот, да. И вам тоже спасибо. Смотрите, какой старенький половничек. 1000. Блеск, конечно. Ну, вот как экспонатик прекрасный. Ну, свинка интересная, да. За 1000. Вот забираю 4 предмета за 1000 рублей. Три бывают разные, красивые. Из-под парфюма. Франция, наверное, Париж. Давайте. Ага, у него Нет, вот здесь, ага. Ну, вообще старенький. бывают красивые. Угу. Сейчас там что-то есть внутри все-таки. Вот это старенькая картинка. Мгм. А, тут голуби были, видите? Даже вот эта прокладочка старенькая. Ну, как-то вот освежить, проявить бы это вот. Ну да. Треснуто жаль только. Салоночка вот такая необычная. Посмотрите, какая прелестная. Вот так стол накрыть медной посудой. Оловянный. У меня есть чайник красивый, еще не показывал. Что-то еще там есть, подстаканник. И вот так дополнить. С кружевами очень красиво будет. Камкинский завод. Воткинск, родина Чайковского написано. Но у него редкие вещицы, да. Сейчас спрошу, откуда он приехал. А откуда вы приехали? Мытищев. Хороший товар. Закрепки канцелярские. Посмотрите, какие. В своей родной тубе. Цена 22 копейки. Какая прелесть. Имени Калинина. Укр Пещетара. Город Одесса. Откроем. Получилось. А, вон они там какие. Видно вам? Не видно, да? Видно. Гвоздь у него вот такой старый. Объект. Так, меховая шапка. Слободской Кировской области. Белка, видите, в родной коробке. И, кстати, состояние хорошее. Или ее уже подделали, не знаю. Но прелестница. Ну что, свинка лежит, кто-то купит арт-объект. 2000 стоит. Ручки вот такие. Ну, они, конечно, большие. Ну вот, не найдешь, будешь искать вот такие интересные с лозой. А рамка? Да, она, видите, да. Сколько она стоит? 1000. 1000 рублей. С вышивочкой. Клеивается. Кстати, кто-то поднимал уже, только что она здесь была. Кусочек. Вот он. А, вот он. Давайте мне его ставить, его надо подклеить. Мгм. Это гипс. Это гипс на дереве. Но это старая вещь. И вышивка старая. 500 рублей. Даже подведен. А провод вот этот старенький. Вот это я заберу, вот это мне нравится. Это моя тема. Это я люблю. Вот сюда можно медальон какой-то вклеить. Кстати, да, вот тарелочка пришла из Германии от Галины и разбилась. И там медальон. Интересно, он, наверное, большой. Не поместится. А можно попробовать. Медальон вырезать из нее и вставить сюда. Из разбитой тарелочки. И здесь, видите, висели еще висюшки. Не, вот это я заберу 100% за 500 рублей. Забираю раму, тоже вот заворачиваю. Вышивка. Красотка. У меня просто в этой же тематике поняла, цветовой спальне все. Ага. Отлично, Спасибо. Помните, я не так давно купил вазочку. Вот у нее точно такие же края. Видимо, это завод Восстания как раз, да. Видимо, это та же тема.
только она повыше, и вот узор еще дополнительно вот такой. Солнышко закатилось немножко, но думаю, еще выглянет. 1000 рублей, я ту за 500 покупал, ну, тоже хорошо. Мануфактур, короче, как-то вот на немецком. Сколько она у вас стоит? 15 плюс-минус. Против Прям солнца. середина 18-го. Золота много, кстати. Да. С орлом, по-моему. Там Хорошо. посмотрите по кремам, там вот реально середина 18-го. Ну, что? И здесь, смотрите, листочек за листочком идет по кругу. Красиво, да. Выпуклый рисунок такой необычный. Красавица. А такой? 1300. Ручная работа, кстати. Синее стекло кто любит? Кислотный, интересно. Ага. Прикольная Европа. Это Европа. Сколько он? 3 хочу. Это как и ваза, так как можно и графин. Это, по сути, ваза. Ну да. Видите, здесь там плоская. За комплект 20 тысяч. Старая Россия. 300 подписывают. Очень красиво. Сразу захотелось шампанского. 5000, тоже старенькая вышивка в раме из шелка. И вот здесь вот такая баба сидит, горюет. Тоже необычная статуэтка. По-моему, 8000 вербилки. Березка, видите, сбоку там. Красота. 4000. Корзинка. Много интересного всего. Ну, не такой уж, конечно, Сегодня. но тем не менее. Скажите, пожалуйста, вот тарелки вот эти вот. 30 тысяч рублей. Тут у них у ребят много всего интересного. Все провода и 2 колодки. А они все разные? Все разные. Вот, посмотрите. Понятно, кто есть кто, что за графья. Кузнецов. 1500 рублей. А такая? А, 1500. Ну, конечно, нет. А рамки? Рамки, кстати, серебряные, стерлинг. Какую цену? Ну, за 5 отдам. За 5. Здесь оса засохла. А смысл? Да не, ну, пожалуйста, дадите за 1,20, конечно, я отдам. Шикарный. 1500, а потом искать к нему крышку. Кто просил? 1000 рублей. Ну а тут сегодня и свадьбы, и фотосессии. Полным ходом. Так, я уже с покупками. Небольшими, но красивыми. Чайничек неклейменный Кузнецов. 2000 просит. Ручка, посмотрите, какая. Номерной. Подстерлась. Картиночка. Но все равно интересная. Правда, у него вот клеенная пипочка. А так, конечно, он красавец. Сахарница 3000. А она чья, кстати? Дулево. Гарда. Часто прохожу это место. Евгений здесь стоит, он в начале, получается. У него много вот латуни и бронзы. Здесь подсвечники, статуэтки, и бюсты, и пепельницы, и часики. Много всего. Ключи. Я так и не подобрал ключ к своему буфету. Ага, волк забавный какой стоит. В зубах ковыряется. Ну-ка, сейчас приближу его. Ага, выковыривает шляпку. Красную шапочку выковыривает. Панцирь черепаший там лежит. А эта дама, у которой руки отломаны, она такая пляшет и танцует и говорит: я и на вернисаже была, я и покупки сделала, я и Ивана Рыбникова видела. И вообще я королева.
кстати, вот этот альбомчик, да, тоже старенький. Ой, какой котеечка с бантиком. Ой, какая прелесть. Я зацепился. Как раз тот, который ходит по цепям по кругу. А это Николай, да, наверное, что-то творится. Ой, две вазы красивые вот эти, белые. $1000 один крючок. Вот здесь 3 варианта. Вот этот мне нравится, красавец. Есть такой вариант. И с лошадьми. С подковой на удачу, да? Печеные яблочки тут лежат. Да, вот этот ракальный мне нравится. И этот тоже. У меня набора, которые висят на кухне, обнаружились, Марок мне подсказал, эти петелки под висюшки. Вот я висюшки нашел. Этот стол я тоже вам часто снимаю. Вот эти маленькие, выяснилось, что называется сливы, по 30 рублей, а которые покрупнее по 50. Поэтому я сейчас вот эти маленькие по 30 возьму с запасом. Тут целый мешок. Вот если мешок забрать, то 2000 будет. О, кстати, в Крыму мы видели вот такого. А сколько верблюд стоит? 1,5, ну, может, 1400. А я не помню, почем там мы видели в Крыму. Ага, лошадка кожи тоже. Лошадки чуть подороже. А вот это что за агрегат? Как это? Музыкальный инструмент? Сакс. А, еще есть такая штука. Ага. Это национальный инструмент. Таджикский, по-моему. Тут плоды, все С есть. козой. Угу. Вообще он играется со смычком. Но нужно канифоль. Канифолью натираешь, тогда она будет играть. Угу, понял. А так все работает. Это конский волос. Оу. Колки все натягивают, как бы резонатор складывается. Кожа. И Хорошо. резьба хорошая. А, да-да-да. Спасибо. Так, буду считать хрусталя. Давайте. 2500. Довольно-таки большая картина. Ну и рама интересная, нестандартная, не вот такая вот, как современные все. Не, хорошо смотрится. Я спросил, что не продалось? Посмотрите, какой экспонатик. 1000 рублей просит ландыши. Сумочка или детская, или все-таки она для взрослых королев, но в миниатюре. Не знаю, кто скажет. Прелестнейшая. Или это просто кошелечек. Немного вам атмосферы. Видите, сколько людей гуляет? Я так рад, что сегодня нет дождя. Завтра у меня репетиция, у Ларисы концерт, Ларисы Гордер, моей подруги. Концерт в Кремле, сольный. И завтра у всех артистов, ну я еду, естественно, с Ларисой. А репетиция. Буду петь костюмчик, песню. Кстати, билеты есть в кассе, кто хочет, на концерт Ларисы. В кассах Кремля. Там немного их осталось, но есть. Коврик хорошенький висит. Деревня. Там дамы стирают. Сено везет. Там с ребенком дама. Атмосферный очень. Сколько же он стоит, интересно. Вот видите, дама с ребенком. А вот там женщины стирают. Гуси гуляют рядом. Висюшки сохранились. Классные. Продавец нахваливает свой продукт. Ну, я его и так заметил. Говорит, экологически чистый. Посмотрите, какая прелесть. 150 рублей всего лишь соломка, перечник и еще соломка, да? Слушайте, ну, я однозначно это заберу. Однозначно. Какая прекрасная вещица. Эти тюбы, они откручиваются. Как мне нравится.
одна только эта ручка чего стоит. Слушайте, прелесть. Зеркала вот эти. Они на самом деле дорогие. Вот за 2,5 он продает. По-моему, даже за 6, за 4 их продают. Ну, крутое. Хочу такое. Ножка у него откидная. Видите, оно старое. Может, даже из красного дерева. Зеркало я это забрал. За 1500 всего лишь отдали. Я такое прям хотел, но уже не думал, что куплю, потому что они очень дорого. Везде и повсюду. И в Питере такие видел. Ну да, 5-6 тысяч, 4 там стоят. Они всегда. В общем, мы с ней разговорились, она меня конфеткой угостила. Про Крым рассказала, у нее в Крыму тоже квартира, что она укомплектовала там в таком квартиру свою в старинном таком варианте. И вот говорит, у меня тоже там зеркало есть подобное, как трильяж. Что, идем дальше?